Функция выравнивания зубов начинается с элементарной функции автовыравнивания. Запуская эту функцию, мы можем выбрать в привычной окклюзии или в центральном соотношении. Мы собираемся делать сценарий. Автовыравнивание запускается, если стоит здесь галочка. Если мы хотим делать вручную, это убираем. И при автовыравнивании есть опция с сохранением разобщения или с разобщением, устранить разобщение зубов. Сохранение разобщения предусматривается в том случае, если предполагается на зубы делать окклюзионные накладки. Нажимаем кнопку «Создать» и запускается макрос автовыравнивания. В этом случае нам предлагается сначала расставить точки, цефалометрические точки, которые позволяют, дают основания на основании данных анализа э, построить форму дуги, которая соответствует данному пациенту. Это, используя трафарет, достаточно быстро делается. Реконструктивная плоскость, она может несколько отличаться от окклюзионной, отличается тем, что она не перпендикулярна зубного ряда, сагитальной плоскости, но в большей степени соответствовать зубному ряду. Окклюзионная плоскость, она абсолютно перпендикулярна сагитальной плоскости симметрии черепа. Если мы выбираем реконструктивную плоскость, то у нас уменьшается количество экструзии и интрузии зубов, поскольку она сохраняет такую некоторую асимметричность. Запускается инструмент автовыравнивания, и первым делом у нас строится дуга верхней челюсти. Мы сейчас получим картинку, где эта дуга представлена, и должны будем скорректировать положение, можем скорректировать положение и форму дуги, имеется в виду передне-задние ее смещение относительно черепа, ее диаметр, расстояние между седьмыми зубами и так далее. Сейчас нам представлена эта дуга. Тут есть управляющие точки, которыми мы можем как симметрично корректировать, так и асимметрично дугу. Синие – это контуры зубов до исправления положения. Мы видим, что в области премоляров дуга немножко расширилась. Это исходный угол межрезцовый. Вот этим манипулятором мы можем всю дугу переместить вперед, назад, сделать ее наклон, как мы это дело обычно делаем с помощью манипулятора, зажимая кнопку Shift или Alt. Нажав вот эту кнопочку или на клавиатуре нажав Enter, запускается режим автовыравнивания зубов, и нижние зубы подстраиваются под верхние с учетом пресловутых известных 6 ключей окклюзии. Это выравнивание выполнено. Мы можем его оценить на виде сбоку. Соблюдены вот эти вот все соотношения межбугорковые. Но тут есть возможность и необходимость делать некоторые коррекции по положению зубов. Делается это достаточно просто. В режиме «Отдельные зубы» мы наводим на зуб и перемещаем его в этом окне. Мы его можем перемещать так. Тут имеются специальные слайдеры, которые отвечают за торг зубов. И вот таким образом мы торг этот можем менять. Или ангуляцию зубов. Мы можем также менять ангуляцию. И вот так вот на тех зубах, где мы видим, что нужна коррекция, мы вот так вот переходим и делаем вот такую правку с помощью этих слайдеров, выравнивая зубы и корректируя их там, вот торг, ангуляцию. Это делается достаточно удобно. Мы видим исходное значение, конечное значение и, может быть, немножечко оцениваем целесообразность приведения к исходным значениям, потому что это уменьшает величину перемещения зуба, и это значит, что зуб, допустим, будет, это меньше кап, допустим, меньше движения будет. Но, тем не менее, вот мы должны исходить из того, что, конечно, основной целью является не уменьшение к исходным значениям, не приведение, а
установка зуба в правильное положение. Другое дело, что если такая возможность есть, уменьшить, привести к исходному положению, то мы этим, безусловно, должны пользоваться. Ну вот такая коррекция делается. Покажу еще, какие здесь есть инструменты. Мы можем зуб вот уже в этой проекции окна смещать вниз-вверх. Тут мы наблюдаем за изменением параметров движения. Вот мы изменили экструзию, вот параметр сейчас тут изменился. Если на зуб мы кликнем, то мы увидели, что величина изменилась. И так далее. Мы вот по каждому зубу мы можем проходить и видим параметры в соответствующем окне и корректируем эти параметры. Если параметр горит красным, то это означает, что его величина выше предельно допустимой. Тут величины предельно допустимых значений показаны вот здесь справа. Если мы хотим зубы двигать группой, например, вот мы хотим сделать нулевыми контакты вот в области этой группы, мы вот так вот выделяем те зубы, которые хотим сделать, обнулить, контакты нажали здесь, и контакт стал нулевым. Если мы хотим, допустим, расширить периметр дуги, то мы берем, нажимаем вот сюда, и у нас дуга немножечко увеличивается в переднем-заднем направлении, расширяется ее периметр. Если мы просто хотим по дуге раздвинуть зубы, мы нажимаем так, и вот цифры здесь меняются. Если хотим сузить, увеличить аппроксимальную редукцию, нажимаем здесь. Если хотим выровнять окклюзионные контакты, аппроксимальные контакты, нажимаем эту кнопку. Например, вот выделили часть зубов и нажали ровненько, и они между собой все стали ровными. Вот. Но что еще? Тут можно задать величину межзубных промежутков, которые нам требуется сохранить, сбросить результат, сохранить его, пропустить автовыравнивание и пойти дальше на следующий этап выравнивания.